То есть каждый день Google стабильно записывает и сохраняет на серверах, где вы находились. Прошло меньше 10 секунд, информация уже отправилась на сервер, она уже расшифровалась. То есть еще интереснее, это просто записалось, хотя я даже ничего не спрашивал. Это офигеть. То есть Google знает про нас все. Окей, Google, расскажи анекдот. Ну, слушайте, бывает, набрал ванну с пеной, кинул в нее любимую точку, разделся догола и вспомнил, что пришел сюда по вызову чинить смеситель. Всем привет, меня зовут Слава. Задумывались вы когда-нибудь, сколько информации о вас собирают технологические компании? Сегодня среднестатистический пользователь пользуется продуктами и услугами таких компаний, как Apple, Google, Microsoft, Яндекс и другими. И все они, без исключения, записывают всю информацию, которую только могут. В основном все крупные компании собирают данные о нас, пользователях, чтобы улучшать собственные продукты и сервисы. Но также бывают случаи, когда данные пользователей перепродаются другим компаниям, которые в них заинтересованы. Сегодня я хочу показать, какую информацию о нас собирает Google, где это можно узнать и можно ли как-то повлиять на этот процесс. Стоит отметить, что Google, пожалуй, является единственной компанией, которая предоставляет доступ к тому, какую информацию она может на нас собирать. Например, попробуйте узнать, какую информацию о пользователях собирает Apple, Microsoft, ВКонтакте, Яндекс. Скорее всего, вы сможете запросить архивный файл о всей собранной информации о вас, а там будут, поверьте, гигабайты. Но чтобы управлять собираемой информацией, такое, пожалуй, есть только у Google. Давайте перейдем к делу, перемещаемся на рабочий стол. Итак, чтобы узнать, какую информацию у нас собирает Google, нам нужно перейти на сайт google.ru. Сделать это можно с любого браузера, неважно, Chrome, Microsoft Edge, Safari, Mozilla Firefox, неважно. Просто переходим на google.ru и заходим под свой аккаунт. Нажимаем на иконку нашего аккаунта и переходим на вкладочку «Аккаунт Google». Нажимаем. Теперь у нас открылась страница нашего аккаунта Google. Вообще рекомендую сюда зайти и посмотреть, что здесь можно настроить для общего образования, будет просто полезно. Далее переходим во вкладку «Конфиденциальность». И в левом меню нажимаем на вкладочку «Действия в сервисах Google». Переходим. Далее «Проверить настройки отслеживания действий». И таким нехитрым способом мы попадаем на страничку, где можно посмотреть все, что о нас собирает компания Google. В меню отслеживания действий у нас всего 6 пунктов, но интересует из нас них только 3. Это история приложений и веб-сервиса, история местоположений, история голосового управления, история приложений и веб-поиска. Давайте прочитаем описание. История приложений и веб-поиска сохраняют сведения о действиях на сайтах и в приложениях Google, чтобы вы смогли быстрее находить нужный контент и получать более интересные рекомендации. И бла-бла-бла. Читаем. Эта функция сохраняет историю Chrome и данных о действиях ребенка, полученных с устройств из приложений и сайтов, которые используют сервисы Google. Давайте перейдем к управлению историей. И что мы здесь видим? А здесь мы можем отслеживать вообще все, что вы когда-либо делали в браузере Chrome, на своем Android смартфоне, либо когда вы используете приложение Google. Например, давайте посмотрим, что я делал в 15:41. Сейчас вы не видите 15:44. Еще действия. Вот тут видно, как я открываю все наши сайтики. Это не история просмотров браузера, это вы можете в любом браузере посмотреть. Просто вот я сейчас на этом компьютере открою другой компьютер и зайду там под свой аккаунт Google, я то же самое увижу. Смотрим далее. Что я делал в 15:40? Открыл сайт Google и все такое. Но оно сохраняет не то, что у нас было недавно, оно сохраняет вообще все, что мы когда-либо делали. То есть давайте перейдем куда-нибудь далеко. Вот, что я на телефоне делал. Я открыл приложение телефон, потом открыл приложение Google Podcast, потом открыл приложение Google Камера. То есть телефон все сохраняет и отправляет в облако. То есть компания знает все о том, чем вы пользуетесь. То есть если вы думаете, что она не знает, и вы так как-то конфиденциально всем используетесь, нет, она все прекрасно знает об этом. Что мы можем узнать из вкладки приложения веб-поиск? То, что Google записывает все детально, какие приложения мы открываем на телефоне, что мы делаем в этих приложениях и что мы ищем. Не просто в браузере, а конкретно в своем аккаунте, и все это отправляется на сервера Google, где это записывается потом и анализируется. Теперь давайте перейдем к моим любимым вкладкам в этих настройках. История местоположений. Как видите, у меня она приостановлена, я выключу, потом поясню попозже.
Читаем описание. В истории местоположения сохраняется информация о том, где вы побывали с устройствами, на которых вошли аккаунт. Это позволяет вам получать рекомендации с учетом посещенных мест и использовать другие возможности персонализации. Ну, то, что это мне позволяет получать рекомендации, вряд ли, а то, что Google знает, где я был, это точно. Давайте нажмем управление историей и посмотрим. По поводу того, почему я это выключил. Меня это стало в какой-то момент напрягать. Я этим пользовался активно. Мне было интересно, где я побывал месяц назад, где я побыл 2 месяца назад. Просто вспомнить, а что же я делал в этот день. Но потом меня как-то стало напрягать, что у меня каждые 5 минут телефон записывает, где я нахожусь. То есть я даже не вижу значок геолокации на телефоне. Он просто по сетям отправляет, и все. Вы об этом даже не задумываетесь и не узнаете. Давайте посмотрим, где я был, допустим, в мае. Сейчас октябрь, перейдем в май. И давайте посмотрим, вот, большой день, 26 мая 2018 года. Нажимаем, ага. И смотрим, что в тот день я ездил на велосипеде тут, а потом сходил в торгово-развлекательный центр Европолис пешочком. Он еще, видите, определяет, ходил я пешком, был ли я на велосипеде, то есть измеряется скорость вашего перемещения и тому подобное. Давайте посмотрим, что вот дом, ТРК Европолис, как ходил, сколько на велосипеде ездил и когда это было. То есть каждый день Google стабильно записывает и сохраняет на серверах, где вы находились. Еще вот видно, какие фотографии вы делали, когда вы находились в том или ином месте. То есть записывается абсолютно все, и от этого не скрыться. И последнее, что я вам хочу показать в настройках отслеживания действий, это история голосового управления. Сейчас она у меня включена, потому что я вам хочу продемонстрировать кое-что, но я бы это тоже выключил. Нажимаем управление историей, а тут у нас записывается все, что вы когда-либо разговаривали с Google. Здесь записывается не только, как вы обращаетесь к OK Google, либо в поиск Chrome. То, что вы даже в клавиатуре общаетесь, допустим, набираете текст через голосовой ввод, это тоже все сохраняется. Помните, в начале видео я говорил, расскажи анекдот. OK Google, расскажи анекдот. Расскажи анекдот. И все мои команды, которые я когда-либо запрашивал в Гугла, все это записывается, расшифровывается. Вот, то есть я спрашивал песню Never Let Me Go. Never Let Me Go, Лана Дель Рей. Все записывается, все расшифровывается, как я уже сказал. Какие-то файлы, видимо, он не смог расшифровать, давайте послушаем. Нет, не кончено. Еще интереснее, это просто записалось, хотя я даже ничего не спрашивал. Ну, как вот видите, очень интересно. Давайте проведем даже эксперимент в прямом эфире. Сейчас я что-нибудь у Гугла спрошу. Например, когда родился Уинстон Черчилль? Ага, у меня сейчас звук выключен. 30 ноября 1874 года. Итак, прошло, не знаю, меньше 10 секунд. Давайте обновляем страницу. И смотрим. Когда родился Уинстон Черчилль? Когда родился Уинстон Черчилль? Прошло меньше 10 секунд, информация уже отправилась на сервер, она уже расшифровалась. То есть это офигеть. То есть Google знает про нас все. И это то, что они дают нам знать. То есть на самом деле существует очень много всего, то, что нам просто не дается. Если многие сейчас, после того, что я показал, побегут в эту настройку и начнут отключать все подряд, я бы рекомендовал это не делать. Почитайте то, что дает каждая функция. То есть тут очень хитро, знаете, они как бы записывают информацию, которая, вы с ней не хотите делиться, но при этом от этого зависят некоторые функции. Например, такая вкладочка, как информация с устройств, она синхронизирует всю информацию с одного вашего устройства в другое. Если я что-то ввожу в заметках в телефоне, у меня это через буквально 10 секунд появляется в браузере. Некоторые настройки, они правда полезны, но некоторые они очень смущают. Например, такие как история местоположений, история голосового управления. Компания это просто использует для улучшения своих сервисов, но мне, допустим, не нравится, что компания знает, где я был с точностью до дня, практически до метра. Год назад, 2 года назад, смотря сколько вы этим пользуетесь. То есть люди, которые компетентны в этих вопросах всего того, что собирает Google, если они как-то получают доступ к вашему устройству, они могут узнать о вас то, чем вы не хотите, допустим, с ними поделиться. И это очень важно, знать, что компания собирает о вас. Также рекомендую посмотреть настройки Яндекса, других настройки, Microsoft, вообще все, что можете. Я показал лишь Google, потому что я знаю, что они это предоставляют. Когда я искал, допустим, Яндекс, я не смог найти, что Яндекс собирает обо мне. Того же самое касается ВКонтакте. Недавно был скандал, когда ВКонтакте выдает все данные правоохранительным органам. Там они столько всего собирают. Капец. IP-адреса, где вы были, где вы заходили с устройства, что вводили,
всю переписку сохраняют. Если кажется, что не сохраняют, они все сохраняют. В общем, не поленитесь, зайдите в настройки своего аккаунта Google, он, скорее всего, есть у каждого, кто смотрит это видео. Обновите настройки конфиденциальности, поменяйте пароли, если давно не меняли. Сделайте двухфакторную авторизацию, то есть, когда вы заходите в аккаунт Google на компьютере, чтобы вы подтверждали это через свой телефон. Потому что злоумышленники могут вас взломать, зайти где-нибудь с другой вообще страны, но им, чтобы подтвердить, что это вы, им нужно иметь физический доступ к вашему телефону с помощью двухфакторной авторизации. Это очень полезная штука. В общем, это все, чем я хотел с вами поделиться. То, что я показал, это не хорошо и не плохо, это просто существует, надо это принять как данность и просто об этом знать. Если ролик был полезен, можете подписаться на канал, для меня это будет лучшая благодарность, стараюсь для вас. Берегите о себе информацию. Всем удачи, всем пока.